Кукурузные хлопья – готовый продукт из дробленой кукурузной крупы, не требующий термической обработки. Тонкие сплющенные хлопья неправильной формы имеют темно-желтый цвет и запах вареной кукурузы. Вкус кукурузных хлопьев зависит от наличия добавок. Натуральные хлопья нейтральны на вкус, глазированные, сладкие. Добавками могут служить не только сахар, но и мед, карамель, какао, кусочки фруктов. История, связанная с появлением кукурузных хлопьев, могла бы лечь в основу романа. В американском штате Мичиган в 19 столетии находился санаторий Батл-Крик, владельцами которого были крайне набожные братья Джон Харви Келлог и Уилл Кит Келлог. Они считали, что ведущую роль в восстановлении здоровья их пациентов должна сыграть диета. Поэтому наиболее распространенным блюдом в меню санатория были каши на воде. Естественно, вскоре пациенты начали роптать, требуя разнообразить рацион. Братья принялись экспериментировать со злаковыми, пытаясь разработать некое новое блюдо. Как-то раз пшеницу заменили кукурузой. Пласт теста, образовавшийся после того, как зерна пропустили через валики, измельчили, поджарили и подали на завтрак с молоком. Постояльцы санатория новое блюдо оценили, более того, рассказали о нем своим родственникам и знакомым. Заказы на необычный продукт стали приходить братьям со всей территории Соединенных Штатов. На сегодняшний день для производства кукурузных хлопьев используются только белые и кремнистые сорта кукурузы. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Вначале зерна кукурузы измельчают, предварительно их очистив. После чего кукурузные зерна еще раз измельчают и просушивают. Далее они попадают под пресс, состоящий из двух валиков, где и получают привычную нам форму. Следующий этап запекания – хлопья отправляются в печь для выпечки. Озвучено Яндекс.Пич-Кит. Из печи они выходят уже равномерно золотистыми. Далее хлопья отправляются в специальный барабан, где они пропитываются сахарным сиропом. После сушки они отправляются на упаковку. Естественно, вскоре пациенты начали роптать, требуя разнообразить рацион. Братья принялись экспериментировать со злаковыми, пытаясь разработать некое новое блюдо. Как-то раз пшеницу заменили кукурузой. Пласт теста, образовавшийся после того, как зерна пропустили через валики, измельчили, поджарили и подали на завтрак с молоком.
Застывающий пласт конфетной массы разрезают дисковыми ножами вдоль, в результате чего получаются длинные ленты. А специальный нож разрезает ленту на кусочки нужной длины. В случае необходимости добавляется карамель или другие ингредиенты. Разрезанные батончики поливаются шоколадом, охлаждаются и отправляются на упаковку.